Интерьерная ваза для фруктов из папье-маше. Как сделать без каркаса. Эта техника папье-маше называется моширование. Кусочки бумаги выкладываем внахлёст снаружи формы. Использую клейстер, клей из муки и воды. Он хорошо пропитывает бумагу. Это самый быстрый способ. Смачиваем клейстером кусок бумаги с двух сторон, затем рвем на небольшие кусочки. Чтобы не запутаться в слоях, используйте разную бумагу. Я сделала 4 слоя. Смотрите, чем еще можно ускорить этот этап работы. Гипсовый бинт замачиваем в воде, накладываем на заготовку, хорошо прижимаем и разглаживаем. У вас нет гипсового бинта? Продолжайте работать с бумагой. Сделайте 8-10 слоев. Желательно просушивать каждые 3 слоя. Также можно сделать заготовку только из гипсового бинта. Сделайте 3-4 слоя. Теперь сушим. Приступаю к моделированию. Дно для вазы вырезаю из плотного картона. Откладываю от низа 8 см по всей окружности и размечаю линию. Измеряю длину окружности и делю на 4 части. Здесь будет углубление от центра 5 см в каждую сторону. То же самое с противоположной стороны. Отметила вершины одна напротив другой. У меня 12 см от окружности. Размеры, разумеется, зависят от исходного размера заготовки. Торцы оклеила клеем ПВА и бумажным полотенцем. В этом проекте я использовала 2 вида массы папье-маше. Коротко покажу рецепты. Опускаем бумагу в теплую воду. Можно также измельчить руками. Вы можете взять любую бумагу. Я делаю из офисной резаной бумаги. Когда бумага превратится в кашу, отжимаем. Добавляем клей ПВА. Покрываю не толстым слоем массы папье-маше внутри заготовки. Массу папье-маше можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике несколько месяцев. Отправляю вновь на просушку. Когда высохнет, то же самое делаю снаружи. И снова отправляю сушиться. Когда полностью просохнет, снаружи заготовки наношу еще один последний слой массы папье-маше. Эта масса более мокрая и пластичная. Она хорошо выравнивается и не требует шлифовки после высыхания.
По консистенции эта масса напоминает бумажную глину. На ней получаются очень четкие оттиски. Смотрите, как ее приготовить. Лотки от яиц заливаем кипятком, измельчаем блендером, растворяем муку в холодной воде, ставим на средний огонь, добавляем клейстер в кипящую массу. Непрерывно помешивая, варим 10 минут. Снимаем с огня и снова блендер. Откидываем на дуршлаг. По мере надобности берем небольшое количество массы и добавляем пару ложек сухой финишной шпаклевки. Фактуру создаю при помощи грубого спонжа. И жесткой щетинистой кисти. Для птички каркас делаем из фольги. Фольгу удобно обжимать ложкой. Покрываю папье-маше из первого рецепта. Мерные ложечки помогают сделать симметричные детали. Заготовка полностью просохла. Грунтую темно-коричневой акриловой краской. Даю краске просохнуть и окрашиваю методом сухой кисти небольшим количеством краски. Покрываю акриловым лаком. Выделяю фактуру металлизированным воском. Его можно заменить акриловым металликом. Птичку окрашиваю в те же цвета. Сухую ветку грунтую клеем ПВА, чтобы укрепить и сохранить кору. Осталось только собрать все воедино и полюбоваться результатом.
Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.